Достаточно часто я отвечаю на ваши вопросы по поводу покупки квартиры, или некоторые даже берут у меня консультацию, подходит им эта планировка или не подходит, что из нее можно сделать. Поэтому я решила записать для вас отдельное видео, в котором я вкратце скажу несколько моментов, чтобы вы для себя определили, хорошая эта квартира, хорошая у нее планировка или нет, или стоит ее оставить кому-то другому. Более того, это видео касается не только тех, кто хочет купить квартиру, а некоторые из этих советов будут полезны тем, кто покупает себе дом или таунхаус. Первый вопрос, который вы должны себе задать, выбирая между несколькими вариантами планировок, это делится ли помещение на общественную и приватную зону. Идеальная планировка – это когда ваши гости с порога оказываются в общественной гостевой зоне, гостиной, кухне или столовой. При этом они не попадают в ваши личные покои, в спальню, в детскую или еще в какие-то приватные ваши комнаты. Это в идеале. Не очень хорошие планировки, когда кухни, гостиные, спальни детские перемешаны в хаотичном порядке. И это для квартиры минус. Второй вопрос, который вы должны себе задать, выбирая между несколькими вариантами планировок, это не слишком ли много коридоров на площади вашей будущей квартиры. Очень часто самый популярный в России вариант – это когда сквозь всю квартиру проходит тонкий длинный коридор. На профессиональном жаргоне он называется коридор-кишка. Это не самый эффективный способ использовать ваши квадратные метры, за которые вы платите большие деньги. Гораздо лучше площадь квартиры используется при такой планировке, когда коридор имеет правильную форму, например, круга или квадрата, из которого вы можете попасть в любую из комнат. Это гораздо удобнее и эффективнее. Третий важный пункт, который вы должны иметь в виду, это количество окон. Вы должны знать, сколько окон, столько у вас и будет жилых комнат. И даже если вы купили большую 200-метровую квартиру, где всего 3 окна, больше 3 жилых комнат там не получится сделать. Потому что наличие солнечного света важно для человека, как и для его физического здоровья, так и для психического. Но иногда вам важно это знать, что кухню можно отодвинуть в центр квартиры и лишить ее окна. И разместить, например, вместо коридора. Так часто относятся к кухням в Европе или Америке, и у них часто можно встретить такие планировки. Отдельно хочу сказать про самый популярный ваш запрос. Это сделать из вот таких вот двушек трешки. И я понимаю ваши чувства. Есть такое правило: сколько бы ни было в квартире комнат, всегда не хватает одной. И отвечая на самый популярный ваш запрос, к сожалению, могу сказать, что сделать полноценную трешку из вот таких вот двушек-распашонок с 3 окнами не получится. В редких случаях, иногда, если позволяет площадь кухни, можно разделить эту зону на 2 функциональные зоны, на кухню и на гостиную. Но это скорее исключение, нежели правило, и встречается это крайне редко. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это прихожая. Желательно, чтобы она была как бы отделена и изолирована от общей площади квартиры. Потому что самая популярная траектория движения по квартире – это из жилых комнат в санузлы и обратно, или из жилых комнат на кухню и обратно. И если на этой траектории у вас будет встречаться прихожая, то грязь с ботинок, с коврика будет разноситься по всей квартире, и у вас в квартире будет в 2 раза грязнее, чем если вы выберете правильную планировку с изолированной прихожей.
Следующий момент. Если у вас низкие потолки, лучше все-таки обратить внимание на планировку с изолированными комнатами. Потому что если у вас низкий потолок, но большое пространство, например, 40 квадратных метров, у вас будет давящее ощущение. Поэтому такие квартиры я не рекомендую вам покупать. Заключительный пункт, который я затрону в этом видео, это свободная планировка. Вы должны знать, что если вы покупаете квартиру со свободной планировкой, это маркетинговый трюк, потому что юридически такого термина, как свободная планировка, не существует. Если вы покупаете квартиру, которая имеет статус жилого помещения, уже обязательно где-то в БТИ есть документы, которые обозначают границы жилых и мокрых зон, которые нельзя нарушать. Другое дело, если вы покупаете апартаменты. Апартаменты являются нежилой площадью, и считается, что там вы вольны распоряжаться мокрыми зонами как хотите. Но все не так просто. Зачастую возникает масса технических проблем, например, отодвинуть унитаз далеко от стояка. Поэтому даже здесь не всегда можно воплотить самые смелые фантазии. Советов еще миллион, поэтому лучше привлекать специалиста на этапе выбора квартиры. Например, если у вас есть несколько вариантов, среди которых вы не можете определиться, но они все по-своему вас устраивают. В такой момент специалист поможет вам определиться и скажет, что вы можете сделать, что вы можете слепить из такой или другой планировки. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с тем, кому сейчас эта тема актуальна. Пока-пока!